Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Саванна парка Крюгер никогда не спит в тишине. Она дышит, ворчит и стонет. Но для Амани Нджалы эти звуки давно перестали быть музыкой природы. Они превратились в эхо его собственной боли. Год назад река Алифантс забрала у него все. Киато был младше на 5 лет, улыбчивый и отчаянный. В ту ночь, когда небо раскололось от молний, река превратилась в Мавутаньяму, пасть воды. Киато прыгнул в поток, чтобы вытащить туриста, застрявшего на крыше джипа. Амане, старший, опытный, стоял на берегу. Его пальцы соскользнули с мокрой руки брата. Секунда, и Киато исчез. Тьма поглотила его смех, его планы, его жизнь. С тех пор Амани жил механически. Он проверял кормушки, фиксировал передвижение браконьеров и чинил заборы. Но каждую ночь он снова чувствовал ту скользкую, холодную кожу брата, ускользающую в бездну. Кошмары стали его единственными постоянными спутниками. Утро после затяжного ливня было тяжелым. Воздух пах сырой землей и опасностью. Амани припарковал свой побитый Ленд-Ровер у старого моста. Река внизу ревела, коричневая от ила, неся в своих водах вырванные с корнем деревья и мусор. Он поднял бинокль. На противоположном берегу, у самой кромки воды, метался Прайд. Это был Прайд Кагеро, мощного самца, чье имя на местном диалекте означало «тот, кто властвует». Львы обычно ведут себя величественно и спокойно, но сейчас в их движениях сквозила паника. Львица-мать бегала вдоль берега, издавая глухие надрывные звуки, которые были больше похожи на плач, чем на рык. Амани перевел взгляд на центр реки. Там, в 30 метрах от берега, из воды торчал острый обломок скалы. На этом крошечном островке, прижав уши и дрожа от страха, сидел львенок. Вода прибывала, слизывая сантиметр за сантиметром его убежища. «Нет», — прошептал Амани, — «только не снова». Устав рейнджера гласил: «Природа должна идти своим путем. Ты не вмешиваешься, если гиена ест теленка антилопы. Ты не спасаешь льва от засухи, ты — наблюдатель». Но Амани не видел львенка. Он видел Киато. Те же широко раскрытые глаза, тот же ужас перед стихией, которая сильнее любого живого существа. К черту правила! Амани рванул к багажнику. Он действовал быстро, словно в лихорадке. Альпинистская обвязка, 2 троса, тяжелый карабин. Он закрепил один конец за массивную опору моста, другой обмотал вокруг пояса. Вода была ледяной. Как только он сделал первый шаг, течение едва не сбило его с ног. Мавутаньямо хотела новой жертвы. Амане шел по пояс в воде, опираясь на палку, чувствуя, как камни под ногами уходят из-под сапог. Каждый метр давался с боем. Грохот воды закладывал уши. Когда до скалы осталось всего несколько метров, течение усилилось, и рейнджера швырнуло в сторону. Он ушел под воду, хлебнул горькой и листой взвеси. В голове вспыхнуло: «Вот и все. Я иду к тебе, брат». Но вдруг его пальцы наткнулись на что-то твердое. Выступ скалы. Он вынырнул, отплевываясь, и подтянулся на руках. Львенок, мокрый и жалкий, зашипел на него, но в этом шипении не было силы. Амани осторожно схватил его за загривок, как это сделала бы мать, и запихнул в специальный сетчатый мешок за спиной. «Тише, малыш. Я не река. Я тебя не отдам.
Обратный путь был еще тяжелее. Груз за спиной тянул вниз, силы покидали тело. Когда Амане выбрался на берег, он просто рухнул в грязь, тяжело дыша. Он поднял глаза и замер. На него смотрел Кагеро. Огромный лев стоял в 10 метрах. Его золотистые глаза изучали человека. Рядом стояла львица. Амане ожидал агрессии. Он пах их детенышем. Он нарушил их границы. Но Кагеро лишь медленно склонил голову, словно в знак признания, и издал короткий звук, вибрирующий в самой груди. Львица посмотрела на Амане долгим, почти человеческим взглядом, в котором читалось нечто большее, чем животный инстинкт. Благодарность? Возможно. Амане отвез изможденного львенка на ветеринарный пункт. Он знал, что его ждет выговор от руководства, но впервые за год он спал ночью без кошмаров. Прошло 4 дня. Амане вернулся к тому же участку реки, чтобы закончить ремонт опор моста. Малыш Лев все еще был под присмотром врачей. Его отпаивали витаминами и лечили от переохлаждения. День был жарким. Амане работал в тени обрыва, закручивая болты на металлической конструкции. Он был так сосредоточен на работе, что не сразу заметил тишину. Птицы умолкли. Даже цикады приглушили свой звон. Из камышей, всего в 5 метрах от него, бесшумно, как тень, скользнуло нечто массивное. Мзимба. Это был крокодил-легенда. Почти 5-метровое чудовище с изуродованной мордой и холодными, как гранит, глазами. Мзимба не охотился из голода. Он был хозяином этих вод, убивающим любого, кто посягнет на его территорию. Амане замер. Его ружье лежало в кабине машины, до которой было 20 метров вверх по склону. Крокодил двигался с пугающей скоростью, его чешуйчатый хвост оставлял глубокую борозду в грязи. Рейнджер попятился, но уперся спиной в отвесную скалу. Пути назад не было. Мзимба приоткрыл пасть, демонстрируя ряды желтых кривых зубов. Воздух наполнился запахом гнили. В этот момент, когда Амане уже приготовился к удару, сверху, с обрыва, раздался громоподобный рык. Золотистая вспышка промелькнула перед глазами. Львица, та самая мать, врезалась в крокодила сбоку, сбивая его с курса. Это было безумие. Львы редко атакуют крупных крокодилов в воде или у берега, зная мощь их челюстей. Но она не колебалась. Львица вцепилась в загривок рептилии, ее когти рвали грубую кожу. Мзимба закрутился, пытаясь достать кошку хвостом. Берег превратился в месиво из пыли, брызг и ярости. Амане, воспользовавшись моментом, взлетел по склону к машине. Схватив карабин, он выстрелил в воздух. Грохот выстрела напугал крокодила. Ошеломленный внезапным нападением львицы и шумом, Мзимба предпочел отступить. С глухим всплеском он скрылся в мутной воде Олифанца. Львица стояла на берегу, тяжело дыша. На ее боку виднелась глубокая царапина от когтей или зубов рептилии. Она посмотрела вверх, на Амане. Он стоял у машины, опустив ружье. «Мы в расчете, сестренка», — тихо сказал он. События следующих недель удивили даже самых опытных зоологов парка. Львенок, которого назвали Киа в честь Киато, хотя Амане никому об этом не говорил, таинственным образом исчез из закрытого вольера ветеринарного центра. Следы вели в сторону реки. Охрана была в недоумении. Забор был цел, но львенка как ветром сдуло. Амане знал, где он. Он нашел их через неделю в густых зарослях акации. Весь прайд Кагеро был в сборе. Малыш Киа, уже окрепший, весело задирал старших львиц. Когда Амане подошел к границе их стоянки,
Кагеро даже не поднял головы. Он продолжал дремать, лениво помахивая хвостом. Это стало новой нормой. Где бы Амани ни работал в этом секторе, Прайд всегда был неподалеку. Иногда он видел их силуэты на гребне холма, иногда находил свежие отпечатки лап вокруг своего лагеря. Они не подходили вплотную, не терлись о ноги, как домашние кошки. Это был союз равных, пакт о ненападении и взаимном уважении. Однажды вечером, когда солнце окрасило саванну в кроваво-красный цвет, Амани сидел на капоте джипа, потягивая остывший кофе. Киа, уже заметно подросший, подошел на расстояние 10 шагов. Он сел, склонив голову набок, и долго смотрел на человека. Амани почувствовал, как тяжелый камень, который он носил в груди целый год, окончательно рассыпался в прах. «Я не мог спасти его», — подумал Амани, глядя на звезды. «Но я спас жизнь, и эта жизнь теперь охраняет мою». Он понял, что природа — это не просто цепочка поедания одних другими. Это сложная сеть связей, где сострадание может проявиться в самом суровом хищнике, если ты сам проявил его первым. Мужество оказалось сильнее инструкций, любовь сильнее смерти. История Амани и Прайда Кагеро не попала в социальные сети. Он не делал селфи с львами и не писал отчетов руководству о дружбе. Для него это было таинство, слишком личное, чтобы делиться им с миром. Каждый вечер, засыпая в своем маленьком домике на окраине парка, Амани слышал рык. Это не был охотничий клич, от которого стынет кровь. Это был низкий, вибрирующий звук, голос семьи. Он больше не был одиноким рейнджером, потерявшим брата. Он был Аманин Джала, человеком, который стал частью саванны. И пока Кагеро властвует на этих землях, Амане знал, он под защитой.